Представь на секунду такую картину. Глубокая мутная река где-то в самом сердце Амазонки. Температура воды 28 градусов, видимость почти нулевая из-за взвеси и ила. И в этой коричневой жиже плавно движется существо длиной около 2,5 метров, внешне напоминающее длинного скользкого змея с маленькой головой и крошечными глазками. Со стороны оно выглядит совершенно невзрачно, почти безобидно, как будто природа специально слепила его из остатков других рыб. Но в этом теле скрыта одна из самых поразительных биологических систем, когда-либо созданных эволюцией, потому что внутри этого скромного существа находится живая электростанция, способная выдать разряд в 860 вольт мощности и убить крупное млекопитающее одним движением. Знакомься, это электрический угорь, ходячий, точнее плавающий, парадокс природы. И за следующие 15 минут ты узнаешь о нем такие вещи, после которых будешь смотреть на любую амазонскую реку совершенно другими глазами. Начнем с самого главного факта, который сразу разрушает один большой миф. Электрический угорь на самом деле никакой не угорь. И к настоящим угрям, которых ты, возможно, видел копчеными в магазине, он не имеет вообще никакого отношения. С точки зрения биологической классификации, эта рыба ближе всего к сому и карпу, а ее ближайшие живые родственники — это южноамериканские ножи-рыбы, такие же длинные и тонкие существа, обитающие в тех же реках. Ученые относят электрического угря к роду Электрофорус, и до недавнего времени считалось, что в этом роду существует всего один вид. Но в 2019 году группа исследователей под руководством бразильского ихтиолога Карлоса Дэвида де Сантана опубликовала в журнале Nature Communications сенсационную статью, в которой доказала, что на самом деле в водах Амазонки живет целых 3 разных вида электрических угрей, причем один из них, получивший название Electrophorus voltei в честь итальянского физика Алессандро Вольта, способен генерировать разряд мощностью до 860 вольт. До этого открытия рекордной считалась цифра в 650 вольт, но новый вид сразу отодвинул эту планку на 200 вольт выше и сделал электрического угря самым мощным биоэлектрическим организмом, известным науке. Чтобы ты понимал масштаб этой цифры, давай переведем ее на бытовой язык. Обычная электрическая розетка в твоей квартире выдает 220 вольт. Электрический угорь генерирует разряд почти в 4 раза мощнее этого. Промышленные электросети, которые ты видишь на высоковольтных столбах за городом, работают на напряжении в 600-700 вольт. И один единственный угорь длиной около 2 метров способен выдать разряд более мощный, чем эти промышленные провода. Конечно, важно понимать, что напряжение — это еще не вся картина. И для смертельной электротравмы важна также сила тока в амперах и продолжительность разряда. Угорь выдает свой удар очень короткими импульсами, длительностью в тысячные доли секунды, и сила тока в этих импульсах составляет около 1 ампера. Но даже этого хватает, чтобы свалить с ног взрослого человека, остановить сердце ребенка, оглушить лошадь и убить целую стаю мелкой рыбы одним ударом. А теперь самое интересное. Как природа вообще смогла создать живой генератор такой мощности внутри обычной рыбы? Дело в том, что около 80% всего тела электрического угря занимают 3 специальных электрических органа, развившихся из видоизмененных мышечных тканей в ходе эволюции. Эти органы называются главный орган, орган Хантера и орган Сакса, и каждый из них выполняет свою специфическую функцию. Главный орган и орган Хантера отвечают за генерацию мощного смертельного разряда, которым угорь оглушает добычу и защищается от врагов. А орган Сакса вырабатывает слабые низковольтные импульсы, всего около 10 вольт, которые рыба использует для навигации и общения с сородичами, как живой подводный радар.
Внутри этих органов располагаются специальные клетки, называемые электроцитами, и в теле взрослого угря таких клеток насчитывается около 6000 штук, собранных в длинные столбики наподобие батареек-фонарики. Каждая отдельная электроцита генерирует крошечный разряд всего в 0,1 вольта, но когда они срабатывают одновременно, как звенья одной огромной цепи, их напряжение складывается, и в итоге получается тот самый мощный смертельный импульс, способный убить крупное животное. По сути, электрический угорь работает как живая последовательная батарея, и принцип его действия настолько точно совпадает с устройством обычной электрической батарейки, что итальянский физик Алессандро Вольта, изобретая в 1799 году первый в истории человечества химический источник тока, прямо вдохновлялся анатомией электрического угря и даже назвал свое изобретение в его честь — Вольтов столб. Так что, можно сказать, без этой рыбы у нас бы, возможно, не было современной электроники. И каждый раз, когда ты заряжаешь телефон, ты пользуешься технологией, подсмотренной у амазонского монстра. География обитания электрического угря охватывает северную часть Южной Америки, в основном бассейны рек Амазонки и Ороноко, включая территории Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Гайаны, Суринама, Французской Гвианы, Восточного Перу и Северного Боливии. Эта рыба предпочитает мутные медленные воды с илистым дном, болотистые лагуны, мелководные затопленные участки джунглей и тихие старицы крупных рек, где видимость составляет всего несколько сантиметров, и где можно охотиться, полагаясь не на зрение, а на свои электрические сенсоры. Зрение у электрического угря, кстати, очень слабое, и взрослые особи фактически почти слепые, что неудивительно, потому что в той коричневой воде, где они живут, зрение все равно не имеет особого смысла. Зато электрические сенсоры, разбросанные по всему телу, превращают каждую рыбу в живой подводный радар, способный засекать малейшие электрические поля, генерируемые сердцами и мышцами других живых существ на расстоянии в несколько метров. Это и есть главный охотничий прием электрического угря, и работает он удивительно эффективно. Рыба медленно плывет через мутную воду, постоянно испуская слабые низковольтные импульсы, и когда отраженные сигналы говорят ей, что рядом находится живое существо подходящего размера, она тут же подплывает ближе и наносит свой смертельный удар. Один мощный разряд парализует или мгновенно убивает мелкую рыбу, лягушку, краба или даже небольшое млекопитающее, и угорь спокойно подплывает к оглушенной жертве и проглатывает ее целиком. Если жертва крупнее, угорь может выдать серию из нескольких разрядов подряд, добивая добычу. В лабораторных условиях ученые наблюдали, как электрические угри атакуют рыб длиной до полуметра, и в природе их жертвами становятся пираньи, самы, мелкие кайманы, водные змеи, лягушки, амфибии и даже мелкие млекопитающие, неосторожно зашедшие в воду. Но самое поразительное открытие, связанное с охотой электрических угрей, было сделано американским ученым Кеннетом Катанией в 2014 году, и оно перевернуло наше представление об этих рыбах. Катания обнаружил, что электрический угорь способен использовать свои разряды не только для убийства, но и для дистанционного управления нервной системой своей жертвы. Когда угорь выдает короткую серию импульсов, эти импульсы воздействуют на мышцы спрятавшейся рыбы и заставляют ее непроизвольно дернуться. И угорь, засекая это движение своими электросенсорами, мгновенно понимает, где находится потенциальная добыча. По сути, рыба использует электричество как живой эхолокатор, заставляя жертву саму выдать свое местоположение. Кроме того, длительный разряд парализует мышцы жертвы, не позволяя ей убежать, и Катания назвал этот эффект электрическим лассо. Эти открытия настолько впечатлили научное сообщество, что были опубликованы в самых престижных биологических журналах мира.
А теперь давай поговорим о том, что больше всего волнует людей, когда речь заходит о таком существе, о случаях нападения на человека и о реальной опасности для жизни. Сразу скажу, документированных смертельных случаев от электрического угря не очень много, но они существуют, и относиться к этой рыбе с уважением определенно стоит. Один полноценный разряд взрослого крупного угря не убивает здорового взрослого человека напрямую, потому что разряд слишком короткий, чтобы полностью остановить сердце или вызвать смертельные ожоги. Однако сам удар вызывает мощное судорожное сокращение всех мышц тела, и человек, получивший разряд в воде, в большинстве случаев теряет ориентацию, не может двигаться и просто захлебывается. Именно от утопления, а не от самого тока, и происходит большинство смертельных случаев, связанных с электрическими угрями. Местные жители амазонских поселений хорошо знают об этой опасности, и существует немало народных историй о рыбаках, которые погибли, наступив на угря на мелководье или вытащив его сетью в лодку. Особенно опасны электрические угри для детей и пожилых людей, для людей с заболеваниями сердца и для тех, кто получает разряд в неудобном положении в воде. Известны также случаи, когда несколько последовательных разрядов от крупного угря вызывали у пострадавшего тяжелый шок и потерю сознания, и без своевременной медицинской помощи такие случаи могли заканчиваться трагически. Гораздо чаще, чем людей, угри убивают домашних животных, особенно собак, лошадей и крупный рогатый скот, неосторожно зашедших в реку на водопой. И здесь самое время рассказать одну из самых знаменитых историй в истории биологии, которую в начале XIX века описал великий немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт. В 1800 году Гумбольдт путешествовал по венесуэльским Льянос, обширным заболоченным равнинам, известным своими богатыми популяциями электрических угрей. Местные индейцы, чтобы продемонстрировать ему мощь этих существ и заодно наловить рыбы, организовали удивительное представление, которое получило название «Битва угрей с лошадьми». Они согнали в небольшое мелководное озеро около 30 диких лошадей и мулов и заставили их зайти в воду, заранее зная, что в этом озере живет большое количество электрических угрей. Угри, почувствовав движение в воде и наступающую угрозу, в ярости поднялись с силистого дна и начали выпускать один за другим мощные разряды по лошадям. То, что увидел Гумбольдт по его собственному описанию, было одним из самых впечатляющих и одновременно ужасных зрелищ его жизни. Огромные лошади, получив удар током, дико ржали, вставали на дыбы, пытались выбраться из воды, но местные индейцы загоняли их обратно длинными шестами и копьями. Через несколько минут вода буквально кипела от движения паникующих животных, и две лошади, не выдержав ударов, утонули, парализованные разрядами. Гумбольдт описал, как видел угрей, прижимающихся к ногам лошадей и выпускающих разряд за разрядом, и как через примерно полчаса угри сами начали уставать и истощаться. Их разряды ослабли, и индейцы смогли спокойно выловить их деревянными гарпунами, не опасаясь сильного удара. Это была фактически первая в истории европейской науки наблюденная массовая электрическая атака рыб на крупных млекопитающих, и описание Гумбольдта до сих пор цитируется в научной литературе как классический пример биоэлектрического поведения. Помимо своих электрических способностей, у электрического угря есть еще одна совершенно поразительная особенность. Он дышит атмосферным воздухом. Да, ты правильно услышал. Эта рыба не может выжить только за счет растворенного в воде кислорода, как обычные рыбы, и должна регулярно подниматься на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха. Дело в том, что в мутных, теплых, бедных кислородом водах Амазонки растворенного О2 настолько мало, что обычное жаберное дыхание там просто не работает, и эволюция приспособила электрического угря к дополнительному дыханию через специально модифицированный участок ротовой полости, богатый кровеносными сосудами.
Взрослый угорь поднимается на поверхность примерно каждые 10 минут, заглатывает порцию воздуха и опускается обратно на дно. Если по какой-то причине лишить эту рыбу доступа к воздуху, например, накрыв водоем плотной крышкой, угорь утонет в течение примерно 20 минут, что для рыбы звучит абсолютно парадоксально. А размножение электрических угрей до сих пор изучено относительно слабо, потому что наблюдать за этим процессом в дикой природе крайне сложно, а в неволе угри размножаются очень неохотно. Известно, что в сухой сезон, когда уровень воды в реках падает и рыба оказывается в небольших изолированных лужах и старицах, самец строит из своей слюны нечто вроде пенного гнезда на поверхности воды, в которое самка откладывает икру. Самец потом охраняет это гнездо, защищая икринки от хищников своими разрядами. Из икры вылупляются крошечные мальки, которые в первое время вообще не умеют генерировать электричество и питаются микроорганизмами и личинками насекомых. Способность к разрядам появляется у них постепенно, по мере роста, и полную взрослую мощность они достигают только к возрасту примерно 1-2 лет. Интересно, что в одной кладке угря выживает обычно только небольшое количество мальков, потому что более крупные братья и сестры регулярно поедают своих менее удачливых родственников, демонстрируя ту же стратегию каннибализма, которую мы уже встречали у щуки. Размеры взрослого электрического угря тоже впечатляют. Стандартный взрослый экземпляр имеет длину от 1,5 до 2 метров и весит от 15 до 20 килограммов. Но в благоприятных условиях встречаются и настоящие гиганты, длиной до 2,5 метров и весом более 25 килограммов. Самые крупные особи всегда оказываются и самыми мощными по электрическому разряду, потому что у них больше электроцитов в теле, и именно эти гигантские старые угри представляют наибольшую опасность для человека. Продолжительность жизни электрического угря в дикой природе оценивается примерно в 15 лет, а в зоопарках и аквариумах эти рыбы доживают до 20 лет и даже больше. Кстати, об аквариумах. Электрические угри содержатся в крупнейших публичных аквариумах мира как одни из самых популярных экспонатов. И наблюдать за ними — это всегда впечатляющее зрелище. В некоторых музеях разряды угрей даже используются для подсветки рождественских елок и других экспозиций. Рыба плавает в специальном бассейне, ее разряды улавливаются электродами, преобразуются в обычное электричество и питают гирлянду огней. В аквариуме Теннесси в США каждый декабрь устраивают такое представление с электрической елкой, и 1000 посетителей приходят посмотреть, как настоящая живая рыба буквально освещает праздничное дерево. Народы, живущие в бассейне Амазонки, 1000 лет используют электрических угрей в традиционной медицине, и эта практика началась задолго до открытия европейцами Нового Света. Считается, что легкие удары током от живого угря помогают при ревматизме, артрите, мигренях и нервных расстройствах, и местные шаманы до сих пор практикуют эти процедуры. Древние греки и римляне, кстати, использовали похожим образом электрических скатов, прикладывая живых рыб к голове больных людей, чтобы снять головную боль, или к парализованным конечностям, чтобы стимулировать нервы. По сути, это было первое в истории человечества применение электротерапии в медицине, и оно происходило более чем за 2000 лет до того, как наука вообще узнала, что такое электричество. И в современной нейробиологии электрические рыбы, включая угрей, продолжают играть огромную роль, потому что их электрические органы — это, по сути, гигантские модифицированные нервно-мышечные синапсы, и изучение их работы помогает ученым лучше понимать, как функционируют нервные клетки в нашем собственном мозге. Так что эти существа из мутных амазонских вод буквально подарили человечеству современную нейронауку. Очень интересно также, как электрический угорь защищается от собственного электричества, и этот вопрос долгое время оставался одной из главных загадок биологии.
Ведь если эта рыба выдает разряд в 860 вольт, способный убить лошадь, то почему она сама не получает удар током от собственного тела? Ученые нашли несколько объяснений этого феномена. Во-первых, жизненно важные органы угря — сердце, мозг, печень — расположены в самой передней части тела и окружены толстым слоем жировой ткани, которая работает как природный изолятор. Во-вторых, нервная система угря выработала повышенную устойчивость к электрическому воздействию, и его нервные клетки имеют особое строение, защищающее их от собственных разрядов. В-третьих, само направление разряда устроено так, что основной электрический ток идет от хвоста к голове, через воду, а не через тело самой рыбы. И все-таки, несмотря на все эти защитные механизмы, лабораторные эксперименты показали, что при очень мощных или повторяющихся разрядах угорь может слегка дергаться от собственного тока. И это указывает на то, что даже идеальная природная изоляция все же не абсолютна. А теперь давай поговорим об еще одном недавнем сенсационном открытии, которое произошло уже в 2021 году и которое снова перевернуло наше представление о поведении этих рыб. До этого момента считалось, что электрические угри — это абсолютно одиночные хищники, никогда не объединяющиеся для совместной охоты, и каждая особь сама по себе патрулирует свой кусок реки. Но в 2021 году группа исследователей под руководством того же Карлоса Дэвида де Сантана обнаружила в отдаленном озере Лагу-ди-Шумина в бразильской Амазонии стаю из более чем 100 взрослых электрических угрей, которые охотились совместно, как настоящая волчья стая. Эти угри окружали стаи мелкой рыбы-тетры в одном месте водоема, после чего выпускали скоординированные синхронные разряды, оглушая сотни рыб одновременно. Потом они спокойно поедали парализованную добычу, плавающую кверху брюхом по всей поверхности воды. Эта находка стала первым в истории науки задокументированным случаем коллективной охоты у электрических рыб, и она настолько поразила биологов, что многие сравнили ее с открытием новой главы в учебниках. Если такое сложное социальное поведение действительно широко распространено у электрических угрей, это поднимает множество новых вопросов об интеллекте этих существ и об их способности к коммуникации с помощью электрических сигналов. Кстати, о коммуникации. Ученые уже давно подозревали, что электрические угри используют свои слабые низковольтные разряды не только для навигации, но и для общения друг с другом, и недавние исследования это подтвердили. Каждая особь имеет уникальный электрический почерк, своего рода подпись, по которой другие угри могут ее опознать. Самцы и самки в период размножения обмениваются специальными электрическими сигналами, выполняющими роль брачных песен. Молодые угри, кажется, учатся электрическому общению у взрослых, и в неволе исследователи наблюдали целые электрические диалоги между двумя угрями, находящимися в соседних аквариумах. Все это говорит о том, что мы по-прежнему очень мало знаем об этих удивительных существах, и почти каждый Новый год исследований приносит сенсационное открытие. В современном мире электрические угри сталкиваются с серьезными угрозами своему существованию, и многие популяции этого вида сокращаются. Главные проблемы — это вырубка тропических лесов Амазонии, осушение и загрязнение рек, расширение сельского хозяйства, незаконная добыча золота, использующая ртуть, которая отравляет всю речную экосистему, и климатические изменения, влияющие на сезонные циклы затоплений джунглей. Электрические угри особенно чувствительны к загрязнению воды, потому что они вынуждены постоянно подниматься на поверхность для дыхания и контактируют с любой нефтяной пленкой или химическими отходами, плавающими в воде. Кроме того, в некоторых регионах местные жители ловят угрей ради мяса, которое считается деликатесом, особенно после того, как опасные электрические органы удаляются.
В аквариумной торговле электрические угри также пользуются спросом, хотя содержать их в домашнем аквариуме практически невозможно из-за их размеров и опасности. В русской культуре электрический угорь, понятное дело, не имеет такой глубокой народной традиции, как щука или сом, потому что эта рыба никогда не водилась в наших реках. Однако, начиная с XIX века, когда переводы трудов Гумбольдта и других натуралистов начали попадать в Россию, образ амазонского электрического монстра прочно вошел в научно-популярную литературу и приключенческие романы. О нем писали Жюль Верн, Майн Рид, Артур Конан Дойл в своем знаменитом «Затерянном мире», и для нескольких поколений русских читателей электрический угорь стал одним из символов далекой загадочной Амазонии. В советских научно-популярных журналах статьи об этих рыбах появлялись регулярно, и многие подростки 60-70-х годов мечтали однажды попасть в джунгли Южной Америки именно ради того, чтобы увидеть живого угря. Так что давай подведем итог тому, что мы узнали сегодня. Электрический угорь — это удивительное существо из мутных вод Амазонки, способное генерировать разряд мощностью до 860 вольт, что почти в 4 раза превышает напряжение в обычной розетке. Это рыба, которая на самом деле никакой не угорь, а ближайший родственник сома и южноамериканских ножей рыб. Это древнее существо, чья анатомия вдохновила Алессандро Вольту на создание первой в истории человечества электрической батареи, без которой не было бы современной электроники. Это хищник, использующий электричество не только как оружие, но и как живой радар, и даже как инструмент дистанционного управления нервной системой своей жертвы. Это рыба, которая дышит атмосферным воздухом и должна каждые 10 минут всплывать на поверхность. И, наконец, это, возможно, одно из самых социально сложных существ среди всех известных рыб, способное к скоординированной групповой охоте и к электрической коммуникации, и при этом во многом по-прежнему остающееся одной из главных загадок современной ихтиологии. В следующий раз, когда ты увидишь по телевизору или в интернете кадры с медленно скользящим в коричневой воде длинным силуэтом электрического угря, помни, что внутри этого внешне невзрачного тела скрыта одна из самых поразительных биологических систем нашей планеты. Живая батарея, способная свалить с ног лошадь, и одновременно живой компьютер, использующий электричество для общения, навигации и охоты сложнейшими способами, которые наука только начинает понимать. Эти существа были рядом с человечеством с самого начала. Они вдохновили ученых на величайшие открытия в физике и нейробиологии, и они до сих пор хранят множество тайн, которые ждут своих исследователей. Если этот выпуск показал тебе амазонскую природу с новой стороны и открыл существо, о котором ты, может быть, даже не подозревал, поставь лайк и подпишись на канал, потому что в следующих видео мы продолжим погружаться в мир самых поразительных обитателей подводных глубин нашей планеты, и каждый из них окажется страннее, опаснее и удивительнее, чем ты можешь себе представить. Береги природу, береги воду, и до встречи в следующем выпуске.